Копить деньги 3 года на отдых мечты и в итоге сгореть от разочарования. И сегодня в первой части этого видео мы попробуем добраться из Минска в Италию, а точнее в самый большой остров Средиземного моря – солнечную Сицилию. По пути посмотрев, как живет столица Литвы Вильнюс, обалдеем от цен буржуазного Милана и попадем на бабки, будучи обманутыми хитрыми сицилийцами. Поэтому заварите себе чаефир и погнали! Всем привет, пацаки! И сегодня, именно этим прекрасным днем, не спавшие, мы с вами едем в Италию вот на этом старом дерьме. Да не, я шучу, это абсолютная шутка. Но то, что мы сегодня с вами должны пролететь больше 3000 километров, побывать в 3 городах, это абсолютно не шутка. Опаздываем, и для того, чтобы не тратить время, заводим наш космический космолет и выдвигаемся в Вильнюс. Так, ну что, ставим тачку на секретной парковке и добираемся до самого вокзала. Блин, дорогая моя хорошенькая, как ты будешь без меня 2 недели? Ну все, веди себя молодцом, а ты смотри, ее не обижай. Немного, но это хотя бы что-то. А теперь, короче, пацаки, постарайтесь найти 10 отличий. Вот белорусский мусор, вот этот вот. А вот, короче, еврики. Посмотрите, как они слезали. Весело, да, девочка? Ты тоже видишь, что это то же самое, блядь? Ну что, челики, посмотрите на эти глаза, они красные. Я даже не смог поспать в этом поезде, потому что нас шмонали с собаками, белорусские пограничники. Мы стояли просто как в Советском Союзе, реально. Это так бесит, просто конец. Но мы сейчас в Вильнюсе, кстати, Литва это бывшее Великое княжество Литовское. И Беларусь, и Литва было в этом большом союзе. Кстати, очень долго было это княжество. Я очень горжусь этим. И тут, в этой свободной стране, да, це Европа. Я могу сказать, живя в Беларуси, меня не отпиздит ОМОН. Это очень маленькое население, буквально там 2 миллиона человек, но очень гордая страна со своей конституцией, со своим языком, с свободой слова, со всеми европейскими ценностями. Тут хочется улыбаться, если честно. Отличная погода, мы сейчас пойдем погуляем, и вечером мы уже вылетаем с Вильнюса в Италию, потому что с Вильнюса лететь в 2 или даже в 3 раза дешевле, чем из Беларуси. Вот такая ситуация. I'm better now. Wouldn't hold it against you if you say that you don't wanna get close to me, close to what we used to be. But I just feel like dancing. Are you feeling it too? Oh baby, won't you love me? Won't you love me? Won't you love me? Love me like yesterday. Don't you feel how it feels, babe? Won't you love me the old kind of new way? Love me like yesterday. Тут же реально можно вот любые номера вообще делать. Можно со своим именем, можно ругательство, можно с цифрами, с чем угодно. Вильнюс очень сильно похож на Минск, если бы его не разбомбили. Именно вот старый Минск. Если бы его не реставрировали, блять, как колхоз, штукатуркой. Классные кафешки, магазинчики, антикварные лавочки, туристы. В общем, супер на самом деле. Вот эти магазины Реминджель до Зения, где я когда загонялся по шмоткам, купил себе даже носки за 22 евро. Ой, я тупой был, блять, но я их носил просто по праздникам и радовался, честно говоря. Короче, очень крутой город на самом деле. Тут есть и офигенный аквапарк, и гора, которую мы не поднялись только что, и офигенная площадь, которая у нас
даже нет возможности нормально посмотреть. Но я тут был 500 раз, короче, вы приезжайте. Но наша задача сегодня попасть в Италию, и это самая главная задача, поэтому сейчас вызываем мотор и летим в аэропорт. Нарисовано. Это Трамп с этим вот, с Путиным. Целуются, короче. Не целуются, а это как бы паровозик. Вот, а рядом вот кто стоит, видите? Гитлер, все. Это не Гитлер, это Лукашенко. В принципе, одно и то же. Да, согласен. Очень тонко. Блин, наконец-то мы уже, короче, в аэропорту, пиздец. Вот такой крошечный аэропорт, как ангар, блядь, для коров. Взвешивать свои пожитки все. Если как только перевес, все, сразу ты попадаешь, блядь, на ЛВ. Видите, у меня 10 килограмм, 10 грамм. Все, перевес, негоже. 50 евро, блядь. Меня нагнут, по-любому. И ты за это заплатишь так, тебе мало не покажется. То есть за любой косяк, вот за любое движение, ты в лоукостах должен платить лаве. Хочешь добавить, хочешь выбрать место. Ну все, челики, короче, наконец-то мы уже, блин, перед посадкой. Но мы сейчас находимся возле duty free. Можно наконец-то пойти факать все эти духи, душиться ими совершенно бесплатно. Посмотри, у тебя какое место. Короче, только вышел, сразу свежий воздух такой в нос ударил, вообще круто. Но поездка была, конечно, жесткая, большая гроза. И завтра еще одна поездка, но сейчас мы уже в Милане едем, короче, в отель. Так, ребята, ну мы, в принципе, заселились в этот отель. Кстати, он был довольно-таки недешевый, потому что, ну, стоил 85 евро. Но это нас особо не интересовало, потому что наша задача была просто отдохнуть и потом выбраться в город. Тут были все, конечно, атрибуты классного отеля. Это проститутки на ресепшене, ну, паскудное обслуживание, но это нас не интересовало. Мы просто хотели спать. Здорово, челики! С добрым утром вас! Короче, я спал как убитый просто, блин. В этом замызганном отеле это просто дичь. Мы поспали 8 часов, но хотя бы есть какие-то силы. Короче, мы сейчас находимся в еще одном городе, где можно запросто крикнуть «Живе Беларусь!» и тебя не отпиздит ОМОН. И это Милан. Милан — это второй по значимости город в Италии. Там живет почти 1,5 миллиона человек. Ну, сложно, конечно, посчитать. Тут итальянцы, ломбардцы, и китайцы, и кого еще только не найти. В общем, суть в том, что это как Санкт-Петербург после Москвы. Это как, ну, по поводу... Окей. Это как Гомель для Беларуси. Ну, по поводу второго я, конечно, не уверен, но суть в том, что это очень интересный город. Мы сейчас просто хотели найти, где можно позавтракать. Заходим в кафе, а нам говорят, нет, тут нельзя завтракать, у нас только кофе, чай. Хотя рядом люди там кушают. Я, честно говоря, не знаю, что творится с этой страной, но чашка кофе стоит 3 евро. Чашка колы стоит 4 евро. Какой-то маленький кусочек мяса стоит 12 евро. Боже мой, блин, я вам сейчас покажу этот омлет. Просто у нас можно было, ну, зажраться в Беларуси просто на целый неделю. Моя бабушка вообще живет так целую неделю за эти деньги. Короче, дичь. И притом ты подходишь, ему спрашиваешь, что сколько стоит, потому что меню нету. Цен нету, он чисто все это с головы как-то рисует, я не понимаю. Короче, это очень интересный город, потому что тут творил Леонардо да Винчи. Все итальянцы рождаются изначально в двух ипостасиях. Либо болеют за Милан, либо болеют за другой клуб. Тут, короче, это законодатель моды. Тут есть знаменитый золотой квадрат, куда съезжаются все модники со всего мира для того, чтобы покупать вот эти все новинки на эти показы мод. Короче, это очень дорогой город, блин, дичь просто. Но тут много чего интересного, мы специально с вами посмотрим это все, мы специально сюда приедем, вернемся для того, чтобы показать вам более детально. Сегодня мы просто прогуляемся и сделаем какое-то свое собственное мнение об этом. Но тут очень жарко, но очень круто. И самое что интересное, тут нет ни моря, ничего, тут пару каких-то парков, и все застроено очень-очень близко друг к другу. На самом деле, ну, я рад, что я сюда приехал, хотя бы можно натурального итальянского кофе попить, а не той санины, которую я пью обычно. Это что, чтобы ноги мыть, я не понимаю. Короче, самое что интересное, тут туалеты не закрываются, ключ этот не работает, нихуя, блядь. Воду спускать, надо нажимать на вот это, ногой, блядь, итальянцы, вы куда, сука?
Вот вы делаете конченые машины Альфа-Ромео, блядь, такие же нахуй, как и ваши туалеты, пиздец. Я в шоке просто, блядь. Аларм, посмотрите. Что это, блядь? Нажимать, чтобы к тебе сюда кто-то прибегал, помогал, я не знаю. Вот это зачем? Я не понимаю, блядь. Короче, в Милане одна из самых развитых сетей трамваев в Европе. Представляете, они так ужасно просто гремят и очень-очень старые. А, кстати, есть еще трамваи, как рестораны, можно даже передвигаться и кушать, попивать там кофе. That's all I really need. The things you're saying, it blows my mind. The way you're thinking, it's hard to keep up. You got that beauty and all the brain. Yeah, what you got is deeper within. And you're... Все, что сделано в Италии, не просто так. Смотрите, во-первых, скутеры, на них ездят, потому что парковок абсолютно нет, и они очень дорогие. Дома, видите, наверху стоят, растят деревья, потому что наверху у них тоже можно курить, выходить типа на крышу. Узкие улочки специально для того, чтобы просто не сдохнуть под этим палящим солнцем, потому что солнце тут очень жесткая. Да, вот этот театр Ла Скала самый знаменитый. Ну, те, кто знает, у нас Якуба Колоса никак не уступает вот в этом. Это Ла Скала. Запомните, самый знаменитый. Какое посольство это театр? Но изначально, конечно, можно подумать, что это посольство. Я помню, поцуки в 90-х у нас в школе такие свитера носили, вот секонд-хенда. Ну, как минимум, он стоит, наверное, 1003 баксов. Вот такая вот говнище такое. Короче, несмотря на 35 градусов, челики утруждают себя ездить и ходить в брендовых костюмах, но, видимо, все равно как бы им не занимает вот эта жара, и как бы все нормально, можно ходить и потеть в этот же костюм. Ой, челики, 33 градуса в тени, я просто уже не могу, бля. Зачем мы сюда поехали? Это просто жесть. Блять, открывашка для вина 270 евро, вы чё? Блин, 20 тысяч баксов часы. Я понимаю, почему они сейчас не пишут нигде свои цены, чтобы просто у людей не остановилось сердце. Сюда надо приехать для того, чтобы просто ёбнуться. Где? О боже! 8950. И это со скидкой, наверное. И я понял, почему итальянцы настолько плачут о их благосостоянии. Потому что они просто не могут себе купить кепочку за 400 баксов. Вы понимаете? За 400 евро. Но хочу вам сказать, что любой итальянец, когда выходит на пенсию, он в принципе может рассчитывать на такую же пенсию, какая у него была зарплата. Представляете? Поэтому это объясняется то, что они все ленивые и абсолютно ничего не хотят делать. It's good gun? Yes? Yeah. Oh. How much? You don't sell. Okay, I understand. В общем, как вы видели, я не смог купить пушку у армейцев. Вы представьте ваш город, и можете ли вы настолько спокойно пообщаться и постоять, поснимать представителей власти в вашем городе? Это очень о многом говорит. Это говорит о свободе слова и о всем другом, о чем я вам не буду говорить в этом блоге. Блять, какие итальянцы. Они очень медленные, мы еле-еле прошли. Сейчас вот мы можем опоздать вообще на вылет. Сейчас гейт закроется, пиздец. Блять, такой здоровый. У них 3 аэропорта, блять, и везде очереди. Они очень медлительные. Ничего не хотят делать, это просто пиздец, блядь. В Италии 3 аэропорта, большие очереди. Итальянцы не хотят вообще работать. И в этот аэропорт самолеты приземляются каждые, 2 минуты, частные самолеты и так далее и тому подобное. Короче, сейчас мы находимся в Милане. Это северная Италия, возле Швейцарии. Нам надо лететь на Сицилию.
Это остров, который с Италией сапогом, с носом вот этого сапога разделен проливом. Так вот, от Сицилии до Африки 200 километров. И именно туда очень много сейчас беженцев плывет из своих стран, где происходит геноцид, так сказать. Но Сицилия — это прекрасный город именно туристический. И для итальянцев обычных туда слетать, это как, ну, к нам на дачу съездить за 20 евро. Но для белорусов это просто пиздец по деньгам, блин, я вам хочу сказать. Ну что, давайте заряжаемся и летим. Эти самолеты очень конченые, пиздец, они так гремят. Мы вчера, когда летели, мы думали реально, что это... Я уже просто спрашивал себя, что я сделал хорошего в этой жизни и готов ли я закончить ее прямо сейчас. Это пиздец. Вы боитесь летать? Так, глянем, что тут по ценам. Я бы сказал, есть не густо. Так, кофе за 4 евро, нормально. Ну, в общем, сейчас проверим, что нам тут принесут, конечно. Бокал вина за 12 евро. Но это вообще, это просто дичь, блядь. Ну что, челики, давайте сейчас глянем, блядь. О, как солнце ударило. Глаза, ёбаный насос, бля. О, пиздец. Где мы живем? Это СТО, ёбаный насос. Мы живем прямо, блядь, окна выходят на СТО. Ёбаный рот. Это вообще, это Сицилия. Это Италия до нашей эры. Вот это. Она, в принципе, с тех времен и не изменилась. То есть... Вот тогда, когда еще люди мылись в фонтанах. Так что вот такая вот, блядь, Сицилия. Вот это курорт. Нравится, да? Зато, смотрите, номер такой еще более-менее. Самый дешевый среди тех, которые были. 65 евро. Вот сутки. Вот завтрак тут уже. Шведский стол. Вот такой вот дом. Я вчера даже успел спиздить кого-то булочку и бесплатно попить кофе. Но мне кажется, тут все так делают. То есть сейчас пойдем жрать, бля, я не выспался, а сегодня-то нам предстоит проехать очень большое количество километров. Изначально, конечно, ночью, когда мы сюда шли, это было жесть. Этот город напоминал Минск после 45-го, после бомбежки. Но сейчас, когда выходишь, ты видишь вот этот весь аутентицизм. И пускай вас не смущают вот эти облупленные дома. Итальянцев не принято вот так вот красить фасады. Этим должны заниматься различные муниципальные службы. И, кстати, вот этими делами тоже должны заниматься службы, но, как вы понимаете, ничем этим они не занимаются. Суть заключается в том, что большинство из жителей вот этого обшарпанного дома, они миллионеры. Кстати, мы пообщались с украинцами, именно теми людьми, которые сдавали нам этот отель. Вот этот весь подъезд, он был сделан одним архитектором, который передарил потом квартиры всем своим дочерям и детям. И в принципе подъезд может быть абсолютно обшарпан, но в самой квартире может быть все в золоте. Это особенность именно итальянцев, потому что им не надо ничего показывать. Им самое главное, как у них в квартире. Это не так, как у нас, что мы все на показ людям. И вот, кстати, ребята, мы сразу же вышли, и сразу же виден тот палаточный городок с беженцами. Видите, как огорожено все, потому что в Катанию из Африки 200 километров от Африки съезжаются все беженцы, которых захватила война, с детьми. Они едут, и это понятно, потому что у них в их странах им просто грозит смерть, друзья. Вот местный небольшой рыночек. Просто ходим, гуляем и наслаждаемся. Очень жарко. Среди того, что продают беженцы, это как у нас на Ждановичах. Все достаточно дешево, поэтому сюда итальянцы ходят и
Притом Катания является большим портовым городом. Простыни какие-то обоссанные, китайские какие-то штуки. В общем, все как в нормальных странах. В принципе, тут Италия абсолютно не отличается от любого провинциального белорусского города с зарплатой в 200. Брендовые итальянские часы за 3 евро. В общем, реально, как итальянец, ты можешь тут одеться за 3 евро и быть настоящей сорокой, так сказать. Чекнули фон Charger за 3 евро, сторговались. Короче, тут таджики такие же, как и мы. Вот видите, все, короче, все есть, все, что надо, ребят. Никаких гипермаркетов не надо, просто торгуй все нелегальные темы, блядь. Все брендовые духи тут, ребята. Какие нахер Зары, какие Шанели. Ты просто валишь по жести на улице, прямо на улице. В общем, Катания является крупным портовым городом. Это один из самых больших городов в Сицилии. Тут очень большое количество сицилийской мафии. Этим всем объясняется вообще большое количество вот этой санкционки, так сказать. Это то, что 200 тысяч человек, тут есть метро, приколите, челики. Вот одна линия метро. Так что все, Бобруйск завидует. Приколите, этот город еще был известен 500-700 лет до нашей эры. Его завоевывали то римляне, то греки, то кто еще там не завоевывал. Очень-очень большая история, ребят. И вот вы спросите, Олесь, ну ты же приехал на море, блин, а где все-таки море? Что ты ходишь по каким-то улочкам? А море, друзья, я вам потом покажу, где будет. Вот, пока стоит просто наслаждаться этой аутентичностью. Идти просто и кайфовать. Okay, I'm back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. New faces busting out the. New life is something like a dream. Blue faces busting out the. New life is something like a. New life is something like a dream. New life is something like a dream. I am not friendly, I came for the paper, little baby, don't get it confused. Если вы помните карты в Counter-Strike Italy, вот она, короче, очень сильно похожа. Тут все достопримечательности, даже этот голубь похож на карты из Counter-Strike. Приколите, улица называется Мекка, и вот это кроссовки обычно принято тех банд, которые убили кого-нибудь, кроссовки вешать. Вот такая вот тема. Знаешь, кого-то тут застрелили нахер. Так, вот, кстати, знак, то, что тут сицилийская мафия, пистолет на улице. Так, ну что, давай прочекаем меню возле этой церкви. Все по 15, короче, да? Ну, главное, чем известна Катания, это, конечно, что она находится у подножья вулкана Этна. Это самый неспокойный вулкан, который извергается постоянно. Но тут, по-моему, этому абсолютно не боятся никто, и он абсолютно не подходит к ним. Но это дает возможность со всего мира приезжать в большом количестве туристов. Мы находимся в нескольких километрах от вулкана, и, кстати, сегодня попробуем его увидеть со смотровой площадки. В XI веке он полностью был разрушен от сильного землетрясения, а в XIII-XIV веке он полностью обезлюдил из-за страшной чумы, представляете? Еще особенность итальянцев, что у них могут быть 20 евро на день, они вместо того, чтобы купить какой-нибудь там мешок картошки и пойти домой поесть, они все-таки выебнутся и пойдут поедят вкусно, они на еде очень сильно завернуты на самом-то деле. Конечно, извините, но вот так вот выглядит. Вот в синем там сидит обычное быдло, которое у нас сидит возле магазинов с утра. Вот оно подкрепляется и шлифуется вот таким вот образом. В этом и разница Европы и наших стран. Вот видите, насколько большая степень доверия, когда ты официанту отдаешь своего ребенка, он сейчас его на кухню занесет и там что-то произойдет. В принципе, ты ешь хамон, правильно? Полчаса, ребенок еще не у родителей. Как бы. Нет, если бы у нас официант в ресторане подошел бы и забрал что-нибудь с ребенком, мне кажется, уже точно накатана была бы заява, как минимум просто. Hold you
полицейский прошел. Окей. Yes. А он, короче, blind. Приколите, прошел полицейский, а он крутит blind, сидит, блядь. Это просто пиздец. Это просто пиздец, челики. То есть тут вот только что сейчас подъехала тачка, и чувак посигналил мне и сказал: ну чё, будешь курить? И показал. Это просто дичь, я вам серьезно. Вот поэтому люди тут настолько, понимаете, очень не злые и вообще отлично себя чувствуют. Вообще пьяно, без напряга, реально. Короче, челики, сейчас делаем жесткий челлендж. Тот кактус, который у вас обычно растет в ваших вазонах, мы попробуем сорвать. Вот его плоды. Вот, к примеру, какой, давай. О, good. Yes, and eat. Okay, thank you. Вот, и сейчас мы пойдем в городской фонтан, его помоем с вами и попробуем сожрать. Посмотри, он весь в колючках, короче. Вы верите, что я это сделаю? Давай попробуем. Yes. It's very tasty. Claro. Yeah, okay. And clean and eat. О, так это так, на самом деле. Thank you. Good. Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide. В общем, вот он, вулкан Этна, тот вулкан, который никогда в жизни не успокаивается. Он постоянно бомбит и постоянно терроризирует все новостные каналы всего мира. Но катанцы, те, которые тут живут, они говорят, он нас вообще не беспокоит. Короче, он беспокоит всех в мире, кроме них. Представляете? Это шикарная тема. И, кстати, сейчас, когда мы немножко раньше видели, что он еще до сих пор дымится. Это море, в котором мы еще ни разу не купались, короче, да? В общем, по-любому, тот, кто любит свой инстаграм, приезжайте сюда, 4 евро, поднимайтесь прямо на купол, вот, и делайте фотки, самые лучшие фотки на всю вашу жизнь. Солнце, море и вкуснейшее итальянское мороженое — это, конечно, хорошо. Но именно в самый ответственный момент, когда мы вернулись обратно в аэропорт Катания, чтобы забрать заранее за месяц забронированный нами автомобиль, нас ждал самый неожиданный пиздец. Нам отказались отдавать оплаченную заранее нами еще перед вылетом тачку, по совершенно надуманным и глупым правилам. В общем, мы остались без машины и без денег, а это на минуточку почти 200 евро, которые у нас удержали как штраф. А ведь наш отель находился совершенно в другой части острова, примерно в 250 километрах от Катании. И мы понимали, что наш отпуск мечты, на который я копил 3 года, стремительно идет по пизде, и нам ничего не оставалось как чудом найти местную прокатную компанию, и забронировав, заплатив еще 280 баксов, получили в пользование на 12 дней какое-то солярочное говно, чтобы продолжить наше путешествие ночью, вместо нашего проживания. В общем, это очень долгая история, о которой я снял отдельное видео, ведь это хитроша по-итальянское наебалово. Хотелось во всех красках раскрыть вам, чтобы вы никогда не клюнули на его, как это сделали мы. В общем, вот ссылка в углу, и плюс она еще будет в описании. Обязательно гляньте после просмотра этого ролика, ведь мне не верится, что такая ловушка для туристов до сих пор существует в 21 веке.